Кроме всего, есть еще и детский кашель, который не дает возможности нормально выспаться. Имеются ли методики массажа для решения этой проблемы? В отношении борьбы с кашлем китайская медицина не разделяет, будь то взрослый или ребенок. Что это значит? Легкие скапливают мокроту. Во время кашля обязательно имеется мокрота. В таком процессе селезенка и легкие тесно связаны друг с другом. Легкие имеют большее значение в возникновении кашля у ребенка. Вне зависимости, если у ребенка кашель, необходимо сразу принять меры для предотвращения их развития у ребенка. При долгом кашле функция селезенки ослаблена, и при уже появлении кашля ребенок впитывает в себя плохую энергию. Эти действия помогут решить вопрос? Да, такой массаж не только уберет симптомы, но и причины внешнего воздействия. Он должен улучшить работу легких и селезенки? Да, вы правы. Доктор Джао сейчас продемонстрирует нам. Только что сказали, что основная причина связана с селезенкой. Массировать будем большим пальцем. Массируем мизинец ребенка вашим большим пальцем от кончика к его основанию по боковой поверхности. Делать нужно простые толкающие движения в течение 1-3 минут. Такой массаж восстанавливает функцию селезенки. А как легкие? Для легких, зафиксировав безымянный палец ребенка, большим пальцем кисти массируем палец ребенка от основания дистальной фаланги к кончику. На ранних стадиях начавшегося кашля мы массируем безымянный палец от основания к кончику, а при хроническом кашле в обратном направлении. При хронических от кончика к основанию, а при только что начавшемся в обратную? Нет, делать нужно в обе стороны. В обе? Да, если у ребенка хронический кашель, массируйте от кончика больше, а в другую сторону меньше. В обе стороны также нужно массировать. Для восстановления энергии ЦИ необходимо правильное соотношение. Правильное соотношение. Ой, не говорите. Мы сегодня на самом деле очень многому научились. Этот массаж в самом деле очень хорошее лекарство. Этому родители сами могут научиться, точно ведь? Кроме этого, имеется еще что-то. При наличии различных симптомов нужно также сочетать и с другими видами массажа. К примеру, массаж области тенера большого пальца. А так сколько раз нужно? От 1 до 3 минут. От 1 до 3 минут. А еще? Также необходимо массировать средние и межфаланговые суставы всех пальцев кисти. Массировать полминуты. Полминуты достаточно. Маленькому ребенку можно массировать, но недолго. Не как взрослому человеку 5-6 минут ему не навредят. Полминуты достаточно. Маленькому ребенку можно массировать, но недолго. Не как взрослому человеку 5-6 минут. У ребенка кожа нежная, поэтому массировать его не стоит долго. То есть не следует ребенка массировать долгое время. Да, так же, как и у лекарственных препаратов, есть нормированная доза. При увеличении дозы ребенку можно навредить. Поняла. Тетя, а вы поняли? Я думаю, это очень хорошие знания. Однако я напоминаю зрителям. Друзья, не старайтесь самостоятельно делать массажи, так как вы можете это делать неправильно. Лучше это делать у специализированных врачей в больнице, так как ребенок все-таки очень нежное и хрупкое создание. Не стоит самостоятельно этого делать, чтобы не создать себе дополнительных трудностей. На указанных ресурсах вы можете найти всю информацию о новейших разработках госпиталя, внедренных в практическую медицину Китая, и полезные для вас статьи о сохранении здоровья.